Привет всем! Вы на канале Нитка TZ, меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию небольшой сумочки шопер из трикотажной пряжи. В этой сумке я воплотила свои давнишние планы связать из малого количества пряжи большую сумку, которая держит форму, и сделать вот такие красивые ручки. У этой сумки очень красивый сетчатый узор, который вяжется крючком из трикотажной пряжи. По размеру сумка получается шириной 30 см, высотой 28-29 см и ручки длиной 50 см. Я желаю вам приятного вязания и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Материалы для вязания сумки: трикотажная пряжа Алтын или другая, толщина нити 7 мм, 120 метров нам понадобится. Крючок номер 6. Колечки 4 штуки и ткань для подкладки примерно 50 на 70 сантиметров. Вначале распускаем пряжу из моточка и слегка растягиваем пряжу для того, чтобы нам было удобнее вязать и пряжа стала более жесткая и хорошо держала форму. Делаем так в процессе всей работы. Оставляем короткий кончик примерно 5 сантиметров, набираем цепочку 42 воздушные петли. Итак, готово, набрали 42 петли. Теперь будем вязать первый ряд. Вначале давайте расставим маркеры. От начала цепочки отсчитываем 7 петель, на 8 ставим маркер. И далее идет 3 маркер первый раз, 3 маркер второй раз, 3 маркер третий раз, 3 маркер четвертый раз, 3 маркер пятый раз, 3 маркер шестой, 3 маркер седьмой и 3 маркер восьмой. И затем еще 2 петли до конца ряда. Итого мы поставили 9 отметок. Начинаем вязание, пропускаем первые 7 петель, на 8 вводим крючок и провязываем столбик без накида. Затем вяжем 3 воздушные петли. Внизу 3 петельки пропускаем, на петлю с маркером ставим крючок и провязываем столбик без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем этот ряд. Нам осталось сделать последнее окошко. Здесь мы провязываем с вами 5 воздушных петель и замыкаем в кольцо с началом цепочки, где у нас осталось 2 петли. Делаем соединительный столбик, и вот у нас первый ряд. Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 арок. Далее вяжем второй ряд. Давайте поставим маркер, отметим петлю начала ряда. Далее мы ставим маркер на среднюю петлю в следующей арке. И так можно продолжить. Ставим в каждой арке
маркер на среднюю петлю. Начинаем вязание второго ряда. Вяжем 3 воздушные петли и затем 1 столбик без накида в среднюю петлю в следующей арке. Далее опять 3 воздушные петли и 1 столбик без накида в среднюю петлю следующей арки. Так продолжаем вязать до последней арки. Здесь у нас последняя арка. Мы вводим крючок во вторую петлю из цепочки воздушных петель. Вяжем столбик без накида, затем 3 воздушные петли. Еще одну петлю отступаем, в следующую вводим крючок, это 4-я петля. Вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли. Еще одну петлю отступаем, это у нас 6-я петля. Вводим крючок и вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Давайте посмотрим еще раз. Здесь у нас получается 3 соединения. И далее продолжаем по этой стороне. Точно так же вводим крючок в среднюю арку и провязываем столбик без накида. Продолжаем вязание до следующего поворота. Итак, мы подошли с вами к следующему повороту. Первую петлю пропускаем, во вторую петлю вяжем столбик без накида, затем 3 воздушные петли, затем в 4-ю петлю вяжем столбик без накида. И здесь у нас будет последняя арка, обратите внимание, вяжем 1 воздушную петлю и затем 1 столбик с накидом в петлю начала ряда. Затем 3 воздушные петли, это у нас уже будут петли 3-го ряда. Можно опять поставить маркер на начало ряда. Также на этом этапе мы можем спрятать кончик нити. Берем тонкий крючок и аккуратно прячем кончик нити внутри петель. Итак, у нас должно получиться 22 арки. Далее мы уже прибавки делать не будем.
Если вам покажется, что донышко маленькое, вы можете сделать прибавки, и таким образом ваше донышко будет немножко побольше, пошире. Далее вяжем уже без прибавок, делаем 3 воздушные петельки, затем вводим крючок в среднюю петлю следующей арки, провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, вводим крючок в середину следующей арки, провязываем столбик без накида и опять 3 воздушные петли. И так продолжаем вязать до конца ряда без прибавок. Давайте еще раз посмотрим, как мы вяжем последнюю арку. Делаем воздушную петлю, затем вяжем столбик с накидом и соединяем в начало ряда. Получается у нас последняя арка. Итого 22 арки. Затем 3 воздушные петли, и это уже петли следующего ряда. Итак, мы с вами продолжаем вязать в высоту до высоты 20 ряда включительно. Вяжем уже без прибавок. Вот у нас уже сформировалось донышко сумки. Оно достаточно узкое. И, как я уже говорила, если вы хотите сделать сумку пошире, то тогда вы можете сделать еще 1 или 2 ряда с прибавками и затем уже вязать стенки сумки. Продолжаем вязать до высоты 20 ряда. Мы закончили. Связали всего 20 рядов. Давайте вместе посчитаем вместе с первым рядом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Всего 20 рядов. Здесь у нас проходит шов. И также давайте измерим по размеру. Сумочка у нас получается высотой сейчас примерно 26-27 сантиметров и ширина 30 сантиметров. В высоту сумка еще немножко растянется, примерно до 28-29 сантиметров.
Теперь мы вяжем с вами последний ряд. Здесь нам нужно немного иначе закрыть ряд, поэтому я эту последнюю петельку распускаю и здесь провязываю после столбика без накида 3 воздушные петли. Делаю соединительную петлю в начало ряда и затем мы вяжем с вами за одну полупетельку в середину арки, средней петли арки, 3 соединительных столбика, затем столбик без накида внизу пропускаем, вводим крючок в следующие воздушные петли над аркой и провязываем опять 3 соединительных столбика, затем опять столбик без накида пропускаем и следующие 3 петли вяжем соединительными столбиками. И так продолжаем вязать по кругу до конца ряда. Продолжаем. Вяжем далее по кругу до конца ряда. Заканчиваем последний ряд, связали соединительными столбиками. Вот такой край у нас получается. Теперь нам нужно отрезать кончик нити и аккуратно закрыть последнюю петлю и спрятать кончик нити. Теперь давайте сделаем вот такие крученые ручки. Одну ручку я уже сделала, и сейчас я покажу вам на второй ручке, как я это делала. Для этого нам понадобятся колечки и нитка-иголка. Берем трикотажную пряжу, заранее растянутую, тоже хорошенько, и отмеряем 120 сантиметров. И таких нам нужно будет 8 ниток, но нитку не отрываем, это все одна длинная нить. Просто складываем ее на 8 полосочек. Закончили, сложили 8 полосок, затем отрезаем кончик нити. Обратите внимание, что у нас два кончика нити, начало и конец, находятся на одной стороне. Затем берем кончики пряжи, аккуратно раскрываем их. Вот таким образом. Затем прикладываем их друг к другу по диагонали, вот так углом. И затем пришиваем вручную короткими стежками.
теперь вот этот уголочек можно отрезать. Теперь складываем нашу ручку 4 сложения и одеваем или даем кому-нибудь помочь, подержать. Вот такие 4 кольца у нас должны образоваться. Аккуратно растягиваем так, чтобы все колечки были по длине одинаковые. И теперь аккуратно закручиваем ручку. Закручиваем прям до упора. Аккуратно придерживаем посередине, и ручка сама закручивается, мы ей только слегка помогаем. И вот такая у нас получается ручка. Теперь нам нужно продеть колечко по краям ручки. Сначала с той стороны, где у нас не закрепленный край, который может распуститься. И затем уже с другой стороны, там, где у нас была серединка. Продеваем колечки в ручку. И вот такая ручка у нас получается. Давайте измерим ее. По длине она получилась 47 сантиметров, но в процессе ношения еще немножко растянется, примерно до 50 сантиметров. Теперь, как мы продеваем колечки в сумку? Я отсчитываю от края третью арку и в нее продеваю кольцо. То же самое с другой стороны, тоже отсчитываю третью арку от края. И также с противоположной стороны продеваем колечки и смотрим, чтобы они стояли симметрично друг напротив друга. И также смотрим, чтобы посередине у нас было одинаковое количество петель между ручками. Можно оставить сумку так, но я решила сшить подкладку, и далее мы с вами будем шить подкладку. Ткань можно использовать обычную хлопковую, любую ткань. Давайте измерим нашу сумку. Получается ширина 30 сантиметров, высота примерно 28-29. Я решила взять с запасом тоже 30 сантиметров, так как сумка еще будет немножко растягиваться. Далее мы переносим мерки на сумку. Здесь у меня был остаток ткани, поэтому я вырезала так, что у меня получилось, что вот с левой стороны будет линия сгиба, это левая сторона сумки, а с правой будет шовчик. Вот так будет подкладка в сумке, вот это верх, а это низ. Ну и, конечно, не забываем про припуски. Вот так оставляем по 1 сантиметру припуски, то есть у нас получается там, где у нас было 30 сантиметров ширина, мы оставляем 32 сантиметра. И в высоту тоже нам нужно было оставить 30 сантиметров и плюс 2 сантиметра на припуске. Прошиваем, и далее нам нужно выделить уголки. Давайте посмотрим, вот здесь у нас донышко небольшое, примерно 5 сантиметров, это нам нужно сделать на уголки шовчик с одной стороны и то же самое с другой стороны. Сложила уголки, прошила их. Теперь нужно их аккуратно пришить вручную, вот так, к шовчику, с одной стороны и с другой. Готово, пришила уголки. Теперь давайте вложим подкладку в сумку и посмотрим, сколько нужно отогнуть ткани сверху. Вкладываем подкладку в сумку и видим, что примерно у меня здесь осталось еще сантиметра 2. Здесь можно сразу сделать 2 подгиба, чтобы спрятать шов. И аккуратно прошиваем на машинке или вручную. Итак, вот
Вот так мы с вами складываем, делаем 2 подгиба и прошиваем. Готово. Теперь наша подкладка полностью готова. Мы ее вкладываем в сумку и затем нужно булавками подколоть. Я всегда подкалываю с 4 сторон, по краям и посередине. Вот таким образом подкалываем иголочкой, чтобы подкладка в процессе пришивания не съехала. Далее пришиваем вручную, закрепляем ниточку. Нитку старайтесь брать такого же цвета, как и пряжа и подкладка. И затем делаем короткие стежки. Один стежок через подкладку и один стежок через петельки на сумке. И вот так по кругу мы продолжаем и пришиваем подкладку к сумке. Готово, пришили подкладку к сумке. Обратите внимание, что в тех местах, где у меня проходят кольца, я подкладку не пришивала, там буквально по 1-1,5 сантиметра оставила. И вот теперь здесь, где у нас уголки, давайте аккуратно пришьем уголки петелек к подкладке, чтобы когда мы будем вытаскивать вещи из сумки, у нас подкладка не выдергивалась вместе с этими вещами наверх. Она будет уже надежно прикреплена к сумке внизу. И вот наша сумка полностью готова. Еще раз ее измерим. Ширина 30 сантиметров, высота 28 сантиметров, длина ручек 47 сантиметров. Ручки в процессе еще немножко растянутся. Также можно вшить в сумочку магнитную кнопку или замочек молнию, но я решила оставить так. Надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, посмотрите другие мои видео, поддержите меня вашими лайками, комментариями. Я вам желаю приятного вязания и всего хорошего. До новых встреч!